Люди часто осуждают тех, у кого есть зависимость. Считают, что зависимость показывает слабость человека и его низкие моральные устои. При этом не думают о том, каким образом человек стал потреблять наркотики. Я могу сказать за свое поколение, допустим. У нас очень росли в такое время, 90-е годы, когда вот с Советского Союза переходило вот в свободную Эстонию. И тогда никто никому не нужен был. Люди теряли работу, там еще что-то, и родители думали, как бы выжить вообще. И то есть очень мало времени воспитанию отдавалось детей, да, допустим, вот за мной не присматривали. Мне было 13 лет, когда мама умерла. То есть я вообще ребенок, да, я остался с отчимом, который меня не усыновлял, не удочерял, ничего. Ни один социальный работник не пришел, ни в школе не поинтересовались. Никому было не интересно, как и что, и есть ли у меня кушать что-то или нет. И, конечно, я в 13 лет бросила школу, пошла работать. Мне 32 года. Я выросла в нормально обеспеченной семье, но у меня папа моряк, и он все время из дома уходил, и мама пила. И как бы много насилия было, потому что мама нас воспитывала. У меня 5 братьев и 1 сестра. Я на практически за кем не смотрела, я смотрела всех. Ehk siis, kui me räägime sõltuvusest, siis tegelikult tuleb vaadata väga palju aastaid, võib-olla varasemasse eluperioodi ja vaatama, kus kohas on see laps nii-öelda läbi sõela kukkunud, kus kohas on riik kui institutsioon läbi kukkunud oma abi pakkumisega. Et kui vaadata selle 6-aastase lapse esimesi samme selleks, et iseseisvalt toime tulla, mida ta on pidanud tegema, siis nendele sammudele on järgnenud võib-olla tubaka tarvitamine, alkoholi tarvitamine, sealt edasi pehmemate narkootikumide tarvitamine, siis juba süstimine, siis võib-olla varases teismeeas esimesed kokkupuuted, tõsisemad kokkupuuted kinnipidamisasutustega. Ehk siis tegelikult see süsteem on korduvalt läbi kukkunud. Et me ei saa öelda, et inimene on teinud oma vaba valiku ja hakanud narkootikume tarvitama. On sadu pisikesi protsesse, millest kõigist on võimalik sõltuvusse jääda. Põhimõtteliselt on võimalik sõltuvusse jääda kõigest, mis pakub naudingut või rõõmu või tõstab tuju. Kui me saame aru, kuidas neid protsesse ohutult juhtida, kuidas hoiduda kahjulikest sõltuvustest ja kuidas leida oma elu jaoks selliseid sõltuvusi, mis on pigem vähem kahjulikud või isegi kasulikud, nagu näiteks mõõdukas tervisesport või kohvi joomine. Siis on meil võimalik palju inimlikku kannatust ära hoida tulevikus. Ma olen veendunud, et inimesed, kes usuvad, et sõltuvus on kuidagi mingisugune moraalse allakäigu märk või märk inimese nõrkusest, iseloomu nõrkusest, et see kuulub minevikku. Такие же, как у обычных людей, проблемы, потому что наркоман, это больной человек, но он же человек, и проблемы у него абсолютно человеческие. И чаще всего употребление – это следствие вот этих проблем, которыми никто раньше не занимался по каким-то причинам. И, очень часто это, конечно, деструктивные семьи родительские, там, где родители алкоголики или это детдомовские дети. Но сейчас уже есть поколение то, которых и родители были наркоманы тоже, да, то есть это окей в их семье. Ma ei saa öelda väga palju, aga palju on tüdrukute puhul ka seda seksuaalset väärkohtlemist olnud väga varases eas, mida vanemad ei ole märganud. Et see võib-olla tihtilugu on see pere sisene, võib-olla isegi tabu, isegi märgatakse, aga sellest ei räägita. Права потребителей наркотиков часто нарушаются. И вот прям очень много таких случаев было. И когда в самой полиции, то есть очень разговаривают некорректно. То есть они считают себя выше и лучше. И, как мне сказала одна полицейская,
Я говорю, почему вы мне грубите? Я с вами нормально разговариваю, а вы мне грубите. Да потому что ты наркоманка, поэтому я с тобой так и разговариваю. Кто ты такая? Вас вообще типа на остров надо, и чтобы вы тут жить никому не мешали. Лечение попросить у врача. Куда тебя лечить? Ты же наркоманка. Сейчас я тебе буду давать такое дорогое лекарство, ты не будешь его пить. Я лучше вон эти же препараты отдам. Вон у меня мамочка, 30-летняя, мать-одиночка. Она не колется, я ей отдам. Например, для женщины это трудности потерять ребенка, потерять репутацию. То есть, если ты наркоман, тебя уже не возьмут на работу. Я не говорю про какую-то ответственную работу. Даже элементарно, какая-то черновая работа, и то не будут доверять. Ehk et meil on kuidagi ühiskonnas väga omaks võetud see seisukoht, et süüdistame kõiges sõltlast, süüdistame kõiges narkootikume tarvitajat ja me ei võta kuidagi omaks seda, et meist sõltub, kas ühiskonnas on see probleem või seda ei ole, et meist sõltub, et millised lahendused on, et millal me inimesteni jõuame, et kui efektiivselt me neid aitame. Sõltlasi tihti ei nähta inimestena, et ei nähta, et neil on ka õigusi, ei usuta sellesse, et sõltuvusest on võimalik välja tulla. Ja ometigi meie, kes me selles valdkonnas töötame, me päevast päeva näeme, et inimesed, kui nad on motiveeritud muutusele, siis nad on võimelised muutuma ja et selle nimel on tegelikult vaja töötada. Многие люди считают, что потребители наркотиков заслуживают наказания и страдания. И очень редко думают о том, что это может случиться и с их близкими. Никто не застрахован от этого. Не знает, кто может случиться со своими знакомыми или с твоими родными. Дай бог, чтобы это, конечно, не было. Но я считаю, что это никто не заслуживает. Просто хочется более корректного отношения к себе. Не важно, что я наркоман, все люди разные, у каждого свои там какие-то проблемы. Но если я прихожу и нормально разговариваю, нормально общаюсь, да, не грублю, там, не скандалю, почему я не могу получить такое же нормальное, корректное отношение? Любого человека можно понять, любую точку зрения можно понять, у каждого она своя, но просто если мы живем в социальном обществе, то мы должны как-то заботиться о каждом члене этого общества, правильно я понимаю? И тогда будет гораздо проще, я думаю, всем. Если также потребители будут видеть, что к ним относятся нормально, соответственно, и у потребителей будет совсем другое отношение. Потому что вся вот эта вот отрицательная реакция идет на отношение людей к нам. Наркопотребителям, что они люди, что они имеют значение для общества, для себя, для семьи, что они важны. Нужно проводить работу с наркопотребителями, нужно проводить в первую очередь работу с обществом, чтобы люди изменили все-таки отношение к наркопотребителям.